Мы сейчас можем, по сути, вскрыть небольшой обман. Реальный потенциал самой мощной BMW в истории. BMW забрала у нас комфорт, но зато вы на спорте. Это просто ужасный сон АМГ-водов и РС-любителей. Кто же круче? F90 самого первого поколения или же новенькая, пафосная, дорогущая М5 КС? Всем привет, меня зовут Гурам, а вы смотрите канал DSL. Прямо сейчас мы находимся на Unlim 500+, и справа от меня BMW M5 KS. Самая мощная серийная BMW из когда-либо выпускаемых. 4.4 V8 Twin Turbo мощностью 635 сил и 750 крутящего момента с завода. И мы проведем боевую проверку этого автомобиля на гонке Unlim 500+. Посмотрим, на что способна M5 в моих руках. Поехали! Наверное, сейчас у зрителя может возникнуть вопрос, какого черта происходит. Мы начинали выпуск на гонках Unlim 500+, и вроде как собирались раскрыть все характеристики и возможности M5 Club Sport на этой гонке. Но кое-что пошло не так. Те из вас, кто подписан на наш канал уже достаточно давно, наверняка помнят, что в 2019 году я на абсолютно стандартной BMW M5 Competition, которую недавно на тот момент себе приобрел, приехал на Unlim 500+, боролся в классе стоковых автомобилей, где было много интересных и равных соперников, в том числе и Lamborghini Huracan, и GT63S, и Audi R8 V10+, Мише Семенову привет. И у меня тогда получилось занять первое место. Но дело даже не в призовом месте, а дело в том, какие результаты я показал. Результат на полмили на абсолютно стандартной M5 Competition составил 16,9 секунды. Так вот, на гонках вчера я сделал более 12 попыток и не смог проехать на M5 KS даже из 17 секунд. Хотя машина мощнее и машина значительно легче. Что-то было не так. По всем характеристикам, по скорости выхода я понимал, что машина не едет. Она не едет так, как должна. Да, у меня получилось занять призовое место, можете меня поздравить. С Unlim я уехал все-таки с кубком. Но я не смог показать возможности этой машины. Более того, на Unlim 500+ была еще одна M5 Club Sport, абсолютно стандартная, и она тоже не показывала результатов, достойных названия Club Sport. Она ехала сопоставимо и не выехала из 17 секунд. Вечером мы собрались, все BMW-дрочеры, любители со всего Unlim 500+, и устроили самый настоящий совет старейшин. И начали перебирать варианты. В чем же проблема? Бензин выкатали, залили свежий, хороший. Шины адекватные. Почему машина не едет? И мы пришли к выводу, что единственная возможная причина заключается в том, что пробег на автомобиле менее 2000 километров. Да, уже сделано нулевое ТО, но тем не менее пробег менее 2000. И у нас есть надежда и предположение, что
после 2000 километров машина раскроется и покажет реальный потенциал самой мощной BMW в истории. Именно поэтому прямо сейчас мы стоим на парковке вдоль трассы М11 и выезжаем в Санкт-Петербург. Посмотрим, что из этого получится. Гурам, а что, если она все-таки не покажет нужный результат? Ну, значит, придется плакать тем, кто заплатил за эту машину более 14 миллионов рублей. Третья передача боком, и все потому, что это облегченная, максимально мощная BMW M5 F90 в истории под названием Club Sport. Да что там M5 F90? Это самая мощная BMW за всю историю этой компании. 635 лошадиных сил и 750 уже привычного для нас крутящего момента. Что это за фрукт Club Sport, который наделал так много шума? Историю M5 F90 рассказывать заново не имеет никакого смысла. Мне кажется, ни один канал на всем YouTube не посвятил M5 F90 больше внимания, чем наша команда и наш канал DSCO, поскольку я целых 1,5 года был счастливым владельцем M5 F90, который еще потом затюнил, которая выдавала более 800 лошадиных сил и надирала задницы спорткаром. В целом у F90 было даже слишком много версий. Была First Edition, потом была обычная M5, потом M5 Competition, потом Restyle M5 Competition и вот теперь M5 KS. Фу, извините, отвлекся. Но с уверенностью могу заявить, что наверняка большинство из наших зрителей помнят, знают и любят фильмы, вообще франшизу «Крепкого орешка». Ну это там, где Брюс Уиллис, точнее его герой в лице Джона Маклейна, спасает то свою семью, то планету Земля. И знаете что? Первые 3 части этого кино любят абсолютно все. 4-я часть была уже спорная. Но мало кто знает, что была еще и 5-я часть «Крепкого орешка», которая, мягко говоря, была полное говно. И вот, учитывая все те события, которые произошли со мной из M5 KS на Unlim 500+, наша задача сегодня ответить на вопрос: не получилось ли с M5 KS так же, как с 5-м «Крепким орешком»? Вот вам вопрос. Чем отличается съемка в Петербурге в ночное время суток от такой же съемки в Москве? Тем, что в Петербурге есть белые ночи. И когда мы начинали записывать текст в салоне, за окном была ночь, а буквально через час уже светло. Поэтому, извините, картинка будет немножечко отличаться. Что же касается внешности КС, то пускай тот, кто считает ее плохой, недостаточно агрессивной или недостаточно выразительной, первый кинет в меня камень. Ребята постарались на славу. Здесь и измененная решетка радиатора, здесь и карбоновые жабры на капоте, здесь и карбоновая губа, карбоновые крышки зеркал, карбоновый спойлер и карбоновый диффузор.
Машина со всех сторон выглядит очень органично. Единственное, я бы предпочел для этого автомобиля фирменный зеленый цвет. Кстати, его стоимость 348 тысяч рублей, а этот цвет базовый. Обратите внимание, здесь стоят карбонно-керамические тормоза и передние массивные суппорта шестипоршневые окрашены в красный цвет. Это, опять же, один из вариантов. Можно окрасить эти суппорта в классический желто-оранжево-золотистый, как у всех других моделей BMW M с карбонно-керамическими тормозами. Машина получилась очень агрессивная, очень выразительная и абсолютно не колхозная. Вот он, максимум тюнинга, внешнего тюнинга для бизнес-класса. Это были 3 секунды до 100. Именно столько времени нужно новой КС, чтобы разогнаться до первой сотни, как заявляют представители компании BMW. И в случае Competition они не наврали. И у меня нет сомнений, что сейчас 3 секунды до 100 это реальность, а не фантазии. Точнее, это даже не фантазии, и это даже не реальность. Это просто ужасный сон АМГ-водов и РС-любителей. Набивший оскомину двигатель 4.4 V8 Twin Turbo S63TU уже в 25-й в своей версии работает в тандеме с прекрасной трансмиссией полноприводной. Но стоит вам нажать одну кнопку, запрограммированную заранее, и машина становится с приводом на заднюю ось и позволяет ехать боком все 8 передач, если, конечно, вы найдете подходящее место. Но все это мы уже видели на обычной М5 еще несколько лет назад. Здесь никаких новшеств нет. Новшества есть в салоне. Здесь действительно есть на что посмотреть, чему удивиться, почесать репу и вообще задаться вопросом, а стоит ли овчинка выделки? Помните те максимально удобные, максимально стильные, роскошные, комфортные кресла от BMW, у которых есть ломающаяся спинка, на которых есть массаж и вентиляция сидений? Забудьте о них. Для того, чтобы М5 КС похудела и была быстрой, пришлось от этого отказаться. Я вам скажу даже больше. От удобств и комфорта придется отказаться не только тем, кто едет спереди на М5 КС, но и тем, кто хочет прокатиться сзади, поскольку сзади теперь нет и не может быть дивана. Теперь сзади 2 ковша и спереди 2 ковша. И, пожалуй, это идеальный автомобиль, чтобы возить в больницу свою тещу, поскольку она настрадается, уж поверьте мне. Посадка, высадка из этих ковшей, если вы не 18-летний гутоперчивый юнец, является проблематичной. Хорошо, я готов понять, почему создатели М5 КС поставили ковши спереди. Типа пилот и штурман должны ехать с хорошей боковой поддержкой, они будут выезжать на трек. Окей, предположим, в параллельной вселенной это возможно. Но что сделали создателям те бедные, несчастные люди, которые собирались ездить на удобном диване сзади? Но если вы думаете, что эти спартанские, пуританские ковши — это единственное, с чем придется иметь дело, купив КС, вы сильно заблуждаетесь. Что такое М5 F90? Это роскошный, комфортный бизнес-класс, в котором были раньше классные кресла, крутая музыка Bowers & Wilkins, хоть она и проигрывает Бенга Олуфсону в Audi. Здесь был массаж сидений, вентиляция сидений, камера 360 градусов, электропривод багажника и много-много других важных опций, которые уместны в автомобиле подобного класса. Так вот, если вы хотите купить КС, забудьте про это. У вас не будет доводчиков, у вас не будет электропривода задней двери, имеется в виду двери багажника. Вы будете слушать обычную музыку Harman Kardon, которая играет нормально, но не подсвечивается.
Вы будете преть в этих сиденьях, не имея возможности включить вентиляцию сидений, но зато вы на спорте. Наверняка вы будете часто выезжать на трек и гонять на этом треке очень и очень быстро. Кто не понял, это был сарказм, поскольку ни один владелец М5 F90 не будет часто заезжать на нем на треке. Я понимаю смысл модели М2 КС, М4 КС. Я эти машины вижу на парковках Мечкова, МРВ и других гоночных треков. Но КС М5... На данный момент на одометре М5 Club Sport 2420 километров. И у меня есть надежда, что теперь машина готова отдать свой потенциал. Мы заехали в гости к нашим товарищам, к Urban Racers. У них есть стенд, на который мы поставили М5 КС, заправили полный бак сотового бензина. И сейчас мы узнаем, какова его реальная мощность. Но мы узнаем не только это. Мы узнаем, какова реальная мощность М5 КС в сравнении с обычной BMW M5 2018 года выпуска. После этого мы возьмем эти две М-ки, поставим их на весы и сравним разницу в массе. И после этого сделаем выводы. Ну а ночью, конечно же, мы поедем и посмотрим, кто из этих двух автомобилей быстрее по прямой. Гурам, почему момент замера на стенде этих двух автомобилей является очень щекотливым для данной серии? Этот момент является щекотливым в целом для компании BMW, поскольку мы сейчас можем, по сути, вскрыть небольшой обман. Мы уже его вскрывали до этого, сравнивая замеры М5 обычной и М5 Competition. Эти машины показывают идентичную мощность, несмотря на заявление производителя, что разница составляет 25 лошадиных сил. В случае М5 Club Sport BMW заявляет, что там 635 сил и 750 крутящего момента. Сейчас и поймем, экономит ли компания BMW на программном обеспечении или же делает для каждой машины свой индивидуальный уникальный софт. Второй любопытный технический момент касательно сравнения обычной BMW M5 и M5 Club Sport заключается в разнице в массе. Мы взвесили обе машины и получили достаточно интересные результаты. Во-первых, обычная M5. Комплектация была такая же, как на моей M5 Competition. Разница в массе составила 1 килограмм, и то это в рамках погрешности весов. 1966 килограммов. Это нормальная BMW M5 в хорошей комплектации, без керамических тормозов. И, по сути, это средняя нормальная комплектация для всех M5. В среднем M5 имеют такую комплектацию и, как следствие, такую массу. А вот когда мы загнали на весы КС, мы получили результат 1830 килограммов. То есть М5 КС легче, чем вторая М5 на 136 килограммов. Это значительная разница. Но самое интересное, что покажет обычная М5 на стенде.
количестве модификаций М5 F90 сам черт ногу сломит. К счастью, есть канал DSCOF, на котором раз в 2 недели мы пытаемся вам объяснить, в чем разница между этими модификациями. Но если мы работаем в плане объяснений и ответов на вопросы раз в 2 недели, специалисты современного сервиса страхования Mafin готовы отвечать на все ваши вопросы 24/7 в любом удобном для вас формате. Во-первых, есть сайт mafin.ru, где есть очень много полезной информации. Во-вторых, есть Telegram, WhatsApp и, конечно же, телефон. Классический телефон, по которому вы можете позвонить и задать специалистам Mafin любые вопросы. Что такое франшиза? Как рассчитать стоимость страховки? Включен ли эвакуатор? И это еще не все. С недавних пор современный сервис страхования обеспечивает страхование каско сразу 3 крупных компаний. Это Absolute страхование, Ренессанс страхование и Тинькофф страхование. А используя специальный промокод, вот он, вы получите скидку 10% до конца августа 2021 года. Обращайтесь в Mafin, и клиентская служба разъяснит все, что вас интересовало. Вы застрахуете ваш автомобиль, и ваша жизнь преобразится. Ведь бояться вам нечего. С вами надежный сервис страхования Mafin. А мы возвращаемся к М5 F90. Ох, сейчас нужно собраться с силами и привести серьезный технический ликбез. Мы провели серию замеров на стенде и одного, и другого автомобиля и готовы подвести итоги. Но прежде чем мы перейдем к этим итогам, важно прояснить очень любопытный момент. Мы не просто так взяли эту М5 2018 года не Competition, тогда еще Competition версии не существовало. Это самая первая версия BMW M5 F90. А M5 KS это, соответственно, самая последняя модификация M5 F90. Теперь смотрите, двигатель и там 4.4 V8 Twin Turbo. Отличается отдача. В случае заводских показателей здесь мы имеем 600 сил и 750 момента, в случае КС мы имеем 635 сил и те же 750 крутящего момента. Но дело в том, что как только M5 F90 обзавелась новой панелью приборов, она еще получила обновленные блоки управления двигателем и коробкой передач. И мощность и крутящий момент стали достигаться иными способами. Представьте себе число 10. Число 10 можно получить путем сложения 8 и 2, а можно получить путем сложения 6 и 4. Но при этом сумма остается одна и та же. Примерно то же самое работает в случае M5 F90. 3 ключевых параметра, которые отвечают за отдачу мощности и крутящего момента. Это надув, угол зажигания и смесь. По большому счету, именно этими 3 характеристиками жонглирует мозг управления двигателем, чтобы достичь той или иной мощности и крутящего момента. Когда мы посмотрели логи, мы увидели, что в случае этой машины 2018 года M5 F90 мощность достигается путем не очень высокого наддува, но очень высокого угла зажигания и бедной смеси ближе к отсечке. Бедный в смысле не опасно бедный, а более бедный. В случае M5 KS ситуация обратная. Там выше наддув, ниже угол зажигания и богаче смесь. Из этого мы можем сделать определенный вывод, что когда компания BMW настраивала M5 Club Sport, делая ее якобы под трек, хотя мы в здравом уме понимаем, что никто на треке на этих машинах гонять не будет, она заложила принцип более безопасного управления двигателем для езды на треке. В частности, более богатая смесь на высоких оборотах, более низкий угол зажигания, как следствие, более холодная камера сгорания. Но при этом, при всем, это может не очень хорошо отразиться в дрэге по прямой. Ну и, конечно же, самое главное, какие показатели мы получили. Нужно сказать, что у ребят в Urban Racers очень консервативный стенд. Он показывает мощность, не которая льстит владельцу, а которая опускает его на землю. Перейдем к цифрам. В случае M5 2018 года мы получили мощность 609 лошадиных сил и 785 крутящего момента. А вот в случае M5 KS мы получили 619 лошадиных сил и 814 крутящего момента.
То есть слегка больше лошадиных сил и слегка больше крутящего момента в М5 КС. Но разница в массе значительная. А это означает, что если мы поставим эти машины по прямой, по идее, Club Sport должен быть заметно быстрее. Но мы не можем об этом говорить совершенно точно, пока эти заезды не устроим. Так, ну что? Сейчас мы узнаем всю правду. Так ли хорош М5 КС, как считают некоторые? Насколько хорошо или плохо, или также он себя покажет относительно BMW M5 F90 аж 2018 года выпуска с пробегом без малого 40 плюс тысяч километров. Мы уравняли все, что только возможно. У нас одинаковое топливо в одинаковом количестве. Давление в шинах тоже одинаковое. Единственное преимущество, которое есть у фиолетовой М5, это тот факт, что там стоят шины Michelin Pilot Sport 4S. А у меня, к сожалению, стоит Corsa, которая предусмотрена заводопроизводителем на М5 КС. Corsa я не очень доволен, но тем не менее работаем с чем приходится. Раз, два, три. Ровный старт, вырываюсь вперед. Корпус. 1,5 корпуса. Скорость 200. Скорость 230. 240. 250. Лично я забуксовался, но тем не менее у меня есть все данные. 0,103 секунды ровно. 3,00. То есть только что мы на М5 КС подтвердили паспортные данные. 100-200 7,0, четверть мили 10,7, полмили 17,0. Раз, два, три. Вырвался вперед, я чуть проспал старт, посмотрим, смогу ли я догнать. Догоняю! Догоняю! 200! Выхожу вперед! 220! 230! 240, 250, 260. Отсечка у него. Даже проспав старт, КС к 260 км в час, когда срабатывает у той фиолетовой М5 штатный ограничитель скорости, успевает догнать и обогнать на корпус с небольшим. Задача выполнена. Машина поехала быстрее, чем ехала моя М5 Competition. Совершенно другой вопрос, что незначительно быстрее, и совершенно другой вопрос, какой ценой. Но об этом мы поговорим в конце этого ролика. Ну что, под утро, когда бензина в баке почти минимум, когда температура плюс 15, плюс 16 градусов, мне удалось показать еще лучший результат, чем в заездах с М5 F90. 0-100 2,9, 100-200 6,9, четверть мили 10,65, полмили 16,93. Эта поездка того стоила. Этим солнечным утром в Петербурге
Под крики чаек нашей команде придется подвести один из самых непростых итогов теста автомобиля. BMW M5 F90. Машина, которая уже совершенно точно вписала себя в ряды самых удачных эмок. Машина быстрая, надежная, комфортная и практичная. И вот почти в конце пути поколения F90, тогда, когда мы уже практически готовы читать новости о новом поколении M5, компания выпускает Club Sport. Что это за машина? Машина, в которой фанаты ждали чего-то нового. Мы хотели, чтобы BMW дала нам новый мотор, новую трансмиссию, новые эмоции. Но вместо этого BMW забрала у нас комфорт, камеры 360, Bowers & Wilkins, удобные кресла, доводчики и с десяток еще важных и нужных опций. Мы не должны забывать, что это не спорт-купе, это комфортный бизнес-класс. Управляется ли машина хорошо? Безусловно, да, и результаты на самой опасной, самой крутой трассе в мире, Нюрбургринг Нордшляйфе, это подтверждают. 7 минут 29 секунд – это быстро. И это всего лишь на несколько секунд медленнее, чем такие суперкары, как Lamborghini Huracan и Ferrari 812 Superfast под управлением одного и того же пилота. Но если мы посмотрим чуть дальше, мы заметим, что этот же пилот на обычной M5 Competition, на комфортной M5 Competition проехал лишь несколькими секундами хуже, чем божественный, дорогущий, но слишком жесткий и непонятно зачем нужный Club Sport. Можно ли сказать, что Club Sport – это деньги на ветер? Безусловно, нет. Я совершенно точно уверен, что этот автомобиль найдет себе место в гаражах коллекционеров. Я совершенно точно знаю, что он будет расти в цене. И ценители будут за ним охотиться. Ценители подъехали. Но при этом, при всем, если вам нужен комфортный, крутой, быстрый бизнес-седан, забудьте про это. Посмотрите на обычный Competition, который лишь чуть-чуть медленнее по прямой, лишь чуть-чуть медленнее на Нюрбургринге, но гораздо лучше для повседневной жизни. Мне кажется, нам удалось раскрыть суть и истину по F90 Club Sport. А если нет, напишите критику в комментариях. С вами была команда DSC Off, прекрасный Петербург и до новых встреч!